Привет, это Фарух, и сегодня мы будем снимать ночной Баку на очень особенную пленку. Поехали! Чтобы понять особенность этой пленки, нужно обратить внимание на два фактора. В первую очередь название. Cinestill, выпускающая эту пленку компания, а 800, как и любое цифровое значение в названии любой другой пленки, указывает на светочувствительность этой пленки. С этим все понятно, но что такое Т? А Т означает тангстен, то есть вольфрам, и указывает на вольфрамовые лампочки, то есть лампы накаливания. Т означает, что эта пленка предназначена для съемки в искусственном освещении. Второе, что важно, это производственный процесс этой пленки. Эта пленка является производной от кодековской кинопленки Kodak Vision 3500T. Ее вы знаете по таким фильмам, как Beautiful, Остров проклятых, Однажды в Голливуде и множество других. Но что отличает эту пленку от кинопленки Kodak Vision 3500T? Одна маленькая, но очень существенная деталь. В Cinestill отсутствует противоореольный слой, который есть в кинопленке. Что это дает? Во-первых, эту пленку становится возможно проявлять по стандартному проявочному процессу C41. Но самое интересное, что без этого слоя вокруг источника яркого искусственного освещения появляется характерный красный ореол, за который так сильно любят эту пленку. Снимать я сегодня вечером буду на Canon AE1. Кстати, о ней подробно мы поговорим в следующем выпуске. Пленку я заправил, рюкзак упаковал. Можем выдвигаться. Поехали! Что нам понадобится для ночной съемки, помимо камеры, пленки и наивной готовности не выспаться? В первую очередь штатив и кабель дистанционного спуска затвора. Эти два приспособления служат одной цели, связанной с выдержкой. Дело в том, что, как я говорил в предыдущих видео, экспозиция кадра зависит от количества света, который попадает на пленку. Ночью, конечно, света немного, поэтому мы вынуждены искать выход. Evin hakkında siz bir dənə məlumat yığa bilərsiniz. Ki mənim nəsə olacaq mənim o dividendi. Один выход — открыть полностью диафрагму, но, как мы выяснили в ролике с обзором на Nikon FM, при открытой диафрагме у нас маленькая глубина резкости, что с художественной точки зрения может вам не подходить. Какой остается выход? Длинная выдержка. Длинная выдержка означает, что шторки в камере остаются открытыми на большее количество времени, и, соответственно, мы количество поступающего света компенсируем ее длительностью. Но если у нас шторка открыта долго, то малейшее движение камеры повлияет на резкость изображения. Чтобы избежать этого, камера, во-первых, должна быть четко зафиксирована. В этом поможет штатив. А во-вторых, во время спуска затвора нежелательно трогать камеру, так как прикасание может привести к тряске, а с этим поможет кабель. Еще один вопрос – экспозамер. Как узнать, на какую выдержку нужно снимать? Экспонометр в камерах вам в этом не поможет, так как светочувствительный элемент в них недостаточно восприимчив при слабом освещении. На помощь приходит или внешний экспонометр, например, от Sekonic, или же значительно более экономичный вариант и не такой плохой по эффективности – телефон. У меня iPhone, и я использую приложение My Light Meter. На Android есть прекрасное приложение Light Meter Free, ссылки в описании к видео.
Есть еще один очень важный нюанс съемки ночью. Называется он reciprocity failure, или невзаимозаместимость, если научно. А если просто, то объяснить это можно следующим образом. Чем дольше на участок пленки воздействует свет, тем менее восприимчивым к свету он становится. Что это означает? Если вы снимаете на пленку Kodak Portra 400, к примеру, и вам нужно поставить выдержку длительностью в 5 секунд, то чтобы добиться эффекта от этих 5 секунд, в действительности нужно держать выдержку 8 секунд. Для расчета компенсации по большинству фотопленок есть специальное приложение, называется Reciprocity Plus, ссылка в описании. Но Cinestill 800T не фотопленка, точнее это фотопленка, но сделана она из кинопленки. А степень невзаимозаместимости в кинопленках не просчитывается, потому что один участок, то есть один кадр, в кинопленках не бывает открыт к свету на продолжительное количество времени. Какой выход? Пробовать и тестировать. В будущем я попробую провести глубинный тест с кинопленками, но сейчас я показываю вам кадры, при съемке которых я не компенсировал вообще, и этот результат мне понравился больше всего. Это не является инструкцией к действию, я вам просто говорю о своем опыте. На этом у меня все. Я понимаю, очень много информации. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Пишите, если есть замечания, пожелания, просьбы. И, конечно, если вы хотите послушать о чем-то конкретном в следующих выпусках. Спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось. До скорой встречи.